Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой потрясающий кардиган, который светится в темноте от любого источника света за счет светоотражающей нити в составе пряжи. Как вы уже видели из анонса к этому мастер-классу, куда я снимала в темное время, свет от него, конечно же, потрясающий, прям какое-то волшебство. Вот реально, как будто ты светлячок в этом кардигане. В принципе, именно поэтому он так и называется. Еще одним плюсом этого кардигана является то, что он вяжется очень быстро. Его можно связать всего за 2 дня. То есть я в первый день без напряга в обычном темпе связала все квадратики, а во второй день я просто все соединяла и делала обвязку, то есть всего 2 дня и ваш кардиган готов. Напоминаю, что абсолютно все мастер-классы с YouTube перемещены в сообщество ВКонтакте «Любовь вяжет». Там необходимо оформить подписку, и вам откроется доступ абсолютно ко всем мастер-классам. Девчонки из других стран, отличная новость для вас. Я наконец-то залила абсолютно все эти же мастер-классы только на Бусти, то есть кому не получалось оформить подписку в сообщество ВКонтакте, на Бусти вы сделаете это без проблем. То есть там такой же принцип, вы оформляете подписку, и вам открывается доступ абсолютно ко всем мастер-классам. Напомню, что я делаю мастер-классы, которые будут доступны только девочкам по подписке на Бусти и в сообществе ВКонтакте, поэтому обязательно подписывайтесь. Также напоминаю, что у меня есть сайт любовьвяжет.ру, на котором я выставляю платные мастер-классы по вязанию одежды. Там уже накопилось много замечательных мастер-классов, поэтому, если кому интересно, переходите. Ссылки на мой сайт, на Бусти и на сообщество ВКонтакте я вам оставлю в описании под этим видео. Девчонки, еще одна отличная новость и предложение по мастер-классу на этот кардиган. Он является одним из участников совместного марафона по вязанию, в котором принимают участие 3 разных автора. Я являюсь одним из них. Для участия в этом марафоне вам нужно выполнить достаточно простые условия, которые я напишу в сообщество ВКонтакте «Любовь вяжет». Обязательно я вам оставлю ссылку на него в описании под видео. Переходите, смотрите и участвуйте. Это будет необычный марафон, а по итогу вы можете получить классные призы. То есть, если коротко, и из 3 авторов вам нужно выбрать минимум одного, по которому вы захотите связать свое изделие. То есть, это не обязательно должен быть мой кардиган. Просто выбирайте на свое усмотрение то изделие, которое вы хотите связать. Чтобы повысить свои шансы на выигрыш, вы, конечно же, можете связать все 3 изделия от всех 3 авторов. Также будет еще один приз лично от меня. Я буду выбирать победителя среди всех, кто связал именно по моему мастер-классу. Этот марафон будет проходить с 1 апреля по 30 мая, то есть за 2 месяца вы с легкостью сможете осилить минимум одно изделие, но, как я уже сказала ранее, вы, чтобы повысить ваши шансы на выигрыш, вы можете связать все 3 изделия. Поэтому читайте все условия участия в марафоне. Всем удачи! Возвращаемся к нашему кардигану. Что же это за такая волшебная пряжа? Это у нас премиум светоотражающая пряжа «Светлячок». 84% акрил, 16% светоотражающая нить, в 100 граммах 90 метров. Именно из-за вот такого метража у нас и получаются, вырастают изделия очень быстро, как я уже сказала ранее. Все эти квадраты можно связать всего лишь за 1 день. Именно за это я люблю такие толстенькие нити, что изделия из них вяжутся очень и очень быстро. Цвет у меня 115-й, первый румянец. Посмотрите другие цвета у этого производителя. Мне также очень понравился желтый. Он безумно классно будет смотреться на весну, на лето, на теплую осень. Ссылку, где я нашла эту пряжу и точный расход на кардиган, напишу в описании под этим видео. Несмотря на то, что это акрил, не пугайтесь, в этом кардигане вам абсолютно не будет жарко за счет того, что у него вот такие большие отверстия, что, конечно же, является огромным плюсом этой вязки. Также не забывайте, что из этой пряжи вы можете связать практически любое изделие по моим мастер-классам, любой кардиганчик, свитерок. Также будет классно смотреться комплект из шапочки и шарфика. Отличный вариант детям связать какое-либо изделие, чтобы они не оставались незамеченными в темное время суток. И этот кардиган вы сможете связать на ребенка, просто вы уменьшаете размер квадратика, а весь остальной принцип остается таким же. Что касается крючка, я выбрала для себя крючок номер 7, и плюс к этому я вязала достаточно свободно, не туго. Я вам также советую вязать не туго, для того, чтобы наши квадратики и в общем наш кардиган на нас сидел не колом, а чтобы он был вот таким струящимся, вот как в принципе вы видели из видео к этому мастер-классу. То есть чтобы квадратики были вот такие пластичные, эластичные, мягенькие,
А для этого мы просто берем достаточно большой крючок, то есть меньше семерки я бы вам не рекомендовала брать, можно даже больше. И вязать нужно достаточно свободно, не плотно. Принцип вязания кардигана очень-очень простой. Это кардиган в развернутом виде. Вот это плечевые шовчики, вот это рукава, это нижний край спинки, нижний край переда. Нам нужно связать всего лишь 16 больших квадратиков. Потом доборными рядами соединим вот эти две части, сделаем обвязку и завязочки, и у нас будет все готово. Я хотела поэкспериментировать вот с этими доборными рядами, но если вы не хотите их вязать, а нам обязательно нужно оставить вот это расстояние какое-то между вот этими половинками, чуть позже я вам расскажу почему, вы, в принципе, вместо вот этих доборных рядов можете просто вставить сюда еще 2 квадратика вот таких. И то есть вот таким образом у вас будет просто здесь не доборные ряды, да, вот как у меня, а просто квадратики. Это такой вариант тоже можно рассмотреть. Вязать можно, конечно же, абсолютно любой длины. Я изначально хотела не длинный кардиган, поэтому моя передняя половинка и задняя спинка состоят всего лишь из 2 квадратов. Если вы хотите что-то длинное, либо прям как пальто там до бедер середины, либо до колен, просто подсоединяйте нужное количество квадратов. Сам принцип соединения квадратов остается точно таким же. Начинаем вязание квадрата, оставляем хвостик подлиннее, огибаем 2 пальчика, вот таким образом, продеваем крючок, вытаскиваем ту ниточку, которая сверху, делаем закрепительную петельку. Эту петлю можно подтянуть, хвостик можно вытащить. А на протяжении вязания первого ряда хвостик лежит всегда параллельно колечку. Сейчас делаем имитацию столбика с одним накидом, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И мой совет, если вы новичок, обязательно отметьте маркером вот эту 3-ю петельку. Далее сейчас нам еще нужно провязать в колечко 2 столбика с накидом. Делаем накид, продеваем крючок, вытаскиваем нить, провязываем через 2 петли на крючке. И еще через 2 петли на крючке. Первый столбик с накидом и еще один накид в колечко. Вытаскиваем нить через 2 петли, через 2 петли. Вот у нас получился первый пучок. Еще нам нужно сделать 3 таких пучка. Между пучками делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Далее провязываем пучок из 3 столбиков с накидом. Накид в колечко. Первый столбик. Накид. Второй. Накид. Третий, второй пучок готов, 2 воздушные петли, третий пучок, первый столбик пучка, второй столбик и третий. Делаем 2 воздушные петельки и провязываем последний, 4-й пучок из 3 столбиков. Первый столбик, накид, второй столбик, накид, третий столбик. Сейчас нужно подтянуть за вот этот хвостик, который мы оставляли, потуже, чтобы здесь не оставалось большого отверстия. И смотрите, как мы заканчиваем ряд. По идее, мы должны провязать 2 воздушные петли, да, как и во всех этих уголочках. Но мы сделаем таким образом. Сделаем 1 воздушную петлю и столбик с накидом провяжем в петлю, отмеченную маркером. Делаем накид в петельку, отмеченную маркером за обе стеночки. Провязываем через 2 петли, через 2 петли. Смотрите, что нам это дало. То, что мы провязали не просто 2 воздушные петельки, а мы оказались ровно в серединке нашего уголочка. Если бы мы провязали 2 воздушные петли и подкрепились бы сюда, у нас бы закончилось вязание вот здесь. И пришлось бы возвращаться на середину уголочка. А именно вот таким способом, видите, мы сразу же оказались в уголочке. Далее провязываем следующий ряд. Смотрите, у нас в каждом уголочке, то есть вот у нас образовалось 4 уголочка нашего квадрата, в каждом уголочке у нас будет по 2 пучка, и между ними будет всегда по 2 воздушные петельки. Здесь 2 пучка, 2 воздушные петли, здесь и здесь идентично. Провязываем первый пучок, делаем 3 воздушные петли, это имитация столбика с накидом. 1, 2, 3. Третью петельку отметьте, чтобы ее не искать потом. Провязываем еще в эту арочку, в уголочек, 1 столбик с накидом и второй. То есть вместе с воздушной цепочкой, которая имитация столбика, у нас получился пучок. Далее между пучками, которые между уголочками, у нас будет по 1 воздушной петельке. Воздушная петля. И вот мы опять подошли к нашему уголочку. Сейчас провязываем пучок. Первый из 3 столбиков с накидом. Первый, второй, третий. 2 воздушные петли в уголочке всегда. И сюда же, в этот же уголок, провязываем еще 1 пучок. Первый столбик, второй,
и третий. Вот видите, у нас образовывается красивый уголочек. Далее делаем одну воздушную петельку и опять наш уголочек провязываем. Первый пучок из 3 столбиков, 2 воздушные петли и сюда же второй пучок. Первый столбик, второй, третий. Между пучками 1 воздушная петелька и провязываем еще один уголочек. Также 2 пучка. Первый пучок, 2 воздушные петли и сюда же еще один пучок. Одна воздушная петелька. И вот мы подошли к первому нашему уголочку. Нам нужно довязать сюда еще один пучок, чтобы закончить уголок. Провязываем пучок из 3 столбиков. Первый, второй и третий. И здесь точно так же заканчиваем уголок, как и в первом ряду. Делаем одну воздушную петельку и столбиком с накидом продеваем вот сюда в петлю, отмеченную маркером. Вот мы ее специально отметили, чтобы потом вот здесь ее не искать. Так, за обе стеночки провязываем столбик с накидом. Вот, видите, мы опять оказались ровно в уголочке нашего уголка. Так, второй ряд закончили. Вяжем следующий ряд. Этот уголочек начинаем, как и в предыдущем ряду. То есть нам сейчас нужно связать один пучок. Сначала провязываем имитацию столбика с накидом, 3 воздушные петли. И сюда же 2 столбика с накидом. Первый, второй. А так, забыла отметить третью петельку от воздушной петли из 3 петель. Так, далее, смотрите, у нас по сторонам, видите, появились вот такие арочки. То есть помимо наших уголочков, вот такие арки получились. В них мы также провязываем по одному пучку. И между пучками у нас всегда по одной воздушной петельке. Сделали воздушную петлю, провязываем в арочку. Один пучок из 3 столбиков. 1 воздушная петелька и вяжем наш уголочек, который состоит из 2 пучков. Первый пучок, 2 воздушные петельки всегда в уголочке между пучками и сюда же еще один пучок. Одна воздушная петелька, вот она, новая арочка появилась, в нее мы провязываем пучок из 3 столбиков. 1 воздушная петелька, провязываем наш уголочек, пучок, 2 воздушные петельки и сюда же пучок. Опять 1 воздушная петелька, в эту арочку провязываем пучок, воздушная петелька, далее подошли к уголочку, как обычно. 1 воздушная петля, провязываем в арочку, 1 пучок, 1 воздушная петелька и подошли к нашему уголочку. Сейчас нам нужно провязать сюда один последний пучок. Заканчиваем уголок точно так же. 1 воздушная петелька и столбиком с накидом в петлю, отмеченную маркером. Провязываем через 2 петли, через 2 петли. Опять мы оказались ровно в уголочке нашего уголка. Так, смотрите, готов 3-й ряд, то есть вот это 1-й ряд, следующий 2-й, сейчас был 3-й ряд. Далее делаем все то же самое. То есть смотрите, каждый раз в новом ряду у нас будут образовываться только лишь новые арочки. То есть помните, вот в предыдущем ряду у нас было по одной новой арочке по стороне каждой. Сейчас, видите, появилось по 2 новые арочки. Вот они. В них мы также просто провязываем пучки из 3 столбиков с накидом. Между этими пучками по 1 воздушной петельке. Еще какой момент хочу отметить, то что несмотря на то, что наша нить состоит из скрученных других нескольких более тонких нитей, да, вот тут смотрите, 4 тонких нити и плюс еще 5-я светоотражающая. Несмотря на это, ею комфортно очень вязать, то есть она не расслаивается. Иногда бывает такое, что мы провязываем в скрученную нить из нескольких, и она вот так расслаивается, да? А тут я даже специально, вот так надо прям постараться попасть между нитей, чтобы вот такое у нас случилось. На протяжении вязания всего кардигана у меня этого не случалось, поэтому очень комфортно вязать из этой пряжи и очень удобно. Давайте вместе провяжем этот ряд. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3-ю петельку отметим. Провязываем сюда 2 столбика с накидом.
Одна воздушная петля. Вот в первую арочку из этих двух по стороне провязываем пучок из 3 столбиков. Одна воздушная петля, в следующую арочку пучок из 3 столбиков. Одна воздушная петелька. В нашем уголочке делаем как обычно. Одна воздушная петелька, в следующую арочку провязываем пучок. Воздушная петелька, в следующую арочку пучок. Воздушная петелька, в нашем уголочке как обычно. Воздушная петелька, в следующую арочку пучок. Воздушная петля, в арочку пучок. Воздушная петелька. Далее наш уголочек, как обычно. Воздушная петелька, в арочку пучок. Воздушная петля и заканчиваем наш уголочек. Провязываем пучок. И заканчиваем уголок, делаем одну воздушную петлю и столбиком с накидом подкрепляемся в петлю, отмеченную маркером. Так, смотрим, что у нас получилось. Связали очередной ряд. Это у нас 1, 2, 3, 4 ряд. Так, смотрите. В принципе, далее делаем все абсолютно то же самое. То есть я сейчас провяжу в своем случае еще один последний ряд. То есть вот смотрите, мой квадратик состоит из 5 рядов. 1, 2, 3, 4 и 5. Вы делаете столько рядов, сколько вам нужно, в зависимости от того, какого размера квадратик вы хотите получить. То есть смотрите, вот в этот раз у нас получилось теперь по стороне, видите, теперь 3 вот эти арочки новые, в которые мы также провязываем пучки и между ними делаем по одной воздушной петельке. То есть вязание бабушкиного квадрата абсолютно однотипное, в новом ряду появляется лишь новое окошко, а так мы делаем все абсолютно идентично. И смотрите, к примеру, если у вас прямо посередине вязания закончилась нить, что мы для этого делаем? Просто на изнаночной стороне подкрепляем на узелок новую ниточку, вообще независимо от того, в каком месте у вас закончилась нить. Все. И просто продолжаем вязать. Просто мы потом в конце спрячем все эти кончики, и они совсем не будут виднеться с лицевой стороны. И когда мы провязали нужное количество рядов, нам нужно закончить квадратик. Здесь можно провязать 2 воздушные петельки и в петлю, отмеченную маркером, просто продеваем крючок, вытаскиваем нить и просто провязываем соединительный столбик. Как раз таки, чтобы именно в этом случае оказаться здесь над пучком, а не в середине уголочка. Так, сейчас отрезаем хвостик запасом, чтобы удобно было закреплять ниточку. Вытаскиваем, берем крючок поменьше и на изнаночную сторону, на изнаночной стороне делаем таким образом. Продеваем крючок в следующую петельку, вытаскиваем туда хвостик. Возвращаемся чуть-чуть назад, проводим крючок вот как бы в эту перемычку и в середину самой ближайшей косички. И туда уводим наш хвостик. Все и таким образом вот здесь получается абсолютно ровный край. Так, что касается наших хвостиков, мы их прячем. Здесь нужно еще раз хорошенько затянуть серединку. Можно просто вот так по кругу увести этот хвостик, чтобы не обрезать, к примеру. А если не хотите уводить, можно расслоить ниточку на 2 части. И вот внутри продеваем под какую-нибудь одну петлю. Туда вытаскиваем один хвостик и завязываем на несколько узелочков потуже. И прям под корень обрезаем. Далее со всеми остальными хвостиками делаем то же самое. Вот здесь у нас, где мы закрепляли, к примеру, подкрепляли новую нить, также потуже затянем. И вот куда-нибудь прячем в петли соседние. Раз, сначала один хвостик. Туда же второй. Завязываем на пару узелочков. И вот этот хвостик от конца вязания также можем подальше от края увести по петлям. Здесь ниточку расслоим на 2 части. И завязываем на несколько узелочков и обрезаем. И вот такой квадратик у нас получился. Мой квадрат, состоящий из 5 рядов, получился 23 на 23 сантиметра. Вы не должны, в принципе, подгонять свою плотность вязания под мою, потому что она у нас у всех разная. А я просто вам для ориентира это говорю. Вы вяжете спокойно в своей плотности, просто подбирайте размер квадратика, который нужен конкретно вам. И смотрите, такой совет. В принципе, на протяжении вязания всего квадрата вы должны регулировать свою плотность. То есть она на протяжении вязания должна быть всегда одинаковой.
одинаковый. И что важно, здесь в уголочках не затягивайте вот эти наши столбики в наших пучках. То есть, смотрите, к примеру, если вы здесь свободно вяжете, а тут раз решили туго связать, у вас просто вот этот уголочки начнут вот так закругляться. А нам нужно сохранять вот такие уголки достаточно острые, чтобы потом при сшивании это все было красиво, все красиво совпадало и, в принципе, смотрелось достаточно хорошо в готовом изделии. Поэтому именно в уголочках также следите за своей плотностью. То есть, если вы заметили, то есть, если вы связали, да, там сколько-то рядов, видите, что у вас он как-то вот так закругляется, да, грубо говоря, как не квадрат получается. Нужно распустить и вязать вот эти места именно в уголочках чуть более свободно, так, чтобы у нас здесь образовывались прям такие видимые хорошие уголочки. Так, смотрите, что касается новой пряжи. Если вы ранее с ней не имели никогда дела, не знаете, линяет ли эта пряжа, дает ли усадку, обязательно нам нужно стирать образец перед тем, как полностью заканчивать свое изделие. Поэтому сейчас, когда вы полностью связали свой квадратик, мы берем и стираем его. Просто достаточно постирать его в тазике. Обязательно соблюдайте рекомендации производителя, которые указаны на этикетке на пряже. То есть я сейчас буду стирать просто ручками. Вот так мы никогда не трем пряжу, чтобы она не деформировалась, а просто в еле теплой воде с небольшим количеством стирающего средства. Я замочу, может быть, примерно на полчасика. Хочу посмотреть, как она себя поведет после замачивания. Все, через полчасика просто достаем. Мы никогда пряжу не скручиваем, мы просто отжимаем вот таким образом. Далее потом раскладываем на горизонтальную поверхность. Можно на какое-нибудь полотенчико, чтобы вода впиталась лишняя в него. Расправляем хорошо, то есть чтобы он у нас не вот такой, да, высохший был, а вот прям квадратик взяли и распрямили хорошо. Если хотите, можно, в принципе, вот тут иголочками закрепить, чтобы у нас прям уголочки высохли и был прям четкий квадратик. И дожидаемся, когда у нас высохнет квадрат, и нам нужно будет замерить, сколько сантиметров сторона была до того, как мы постирали, и после. Если он никак не деформировался, все отлично, продолжаем сборку нашего кардигана. Если ваша пряжа, к примеру, достаточно сильно дала усадку, мы просто сейчас довязываем нужное количество рядов, то есть до желаемого размера квадратика, снова стираем, снова делаем замеры. Если вас размер квадрата устраивает, все отлично, значит, на основе этого квадратика вяжем все остальные. Еще одним плюсом этой пряжи является то, что это акрил, а это значит, что после стирки наши квадратики никак не дадут усадку, то есть какого размера квадрата вы связали, такого размера они и останутся. Это вам просто про стирку я сказала, что мы обязательно должны ее постирать, а если, к примеру, у вас другой вид пряжи, состоящий из хлопка, шерсти и так далее. И смотрите, что касается какого размера квадратик нужен конкретно именно вам, то есть сколько рядов нужно связать. А смотрите, что касается меня, мне всегда практически в 100% случаях понятнее, когда все это наглядно. То есть я связала все квадратики, скрепила их между собой маркерами, то есть чтобы не связывать, чтобы время на это не тратить, а просто маркерами в нескольких местах, примерила на себя. То есть я связала изначально 4 ряда. Смотрю, что мне не нравится, у рукав слишком узкий получается, вот это, в принципе, как в виде полочки достаточно узкая получается, и мне тоже это не нравится. И поэтому я поняла, что мне не хватает буквально одного рядочка. Квадрат стал намного больше, и я примерила на себя и понимаю, что прям идеальный вариант. То есть, смотрите, нам нужно приложить вот этот квадратик вот сюда, вот к этому месту, то есть где у нас уголочек нашей шеи. То есть первый квадрат будет где-то вот здесь, в этой области. Можете приложить просто на себя. Смотрите, какой длины он у вас получится. То есть раз вы приложили один квадратик, примерно прикладываете визуально или приложите второй, да, вот скрепите 2 квадратика. Посмотрите, нравится ли вам длина. Я изначально хотела, чтобы он у меня был достаточно короткий, я не хотела длинный. Мне 2 квадрата такого размера абсолютно устраивают. Все, и в принципе от этого можно отталкиваться. Потом визуально поймите, что сколько у вас будет вот здесь на рукавах уместится ваших квадратиков. Все, и вы будете примерно понимать, нравится ли вам связанный вами квадрат, размер квадратика, подходит вам он или нет. То есть, если вы связали слишком маленький квадратик, просто довязывайте нужное количество рядов. Если наоборот вы переборщили, слишком большой связали, просто распускайте до нужного места и все. Итак, у меня готовы все мои 16 квадратиков. Начинаем сшивать. Как будем с вами сшивать? Сначала сошьем одну половинку, потом вторую, и будем их потом соединять между собой. Так, смотрите, сначала мы сейчас сделаем
один единый шовчик, чтобы это было красиво, непрерывно. То есть мы складываем 2 первых квадратика и сшиваем, не обрезаем ниточку, прикладываем еще 2 квадратика, сшиваем, потом последующие 2 квадратика сшиваем. То есть у нас таким образом вот эти 4 квадрата на рукаве и вот эти 2 квадрата, которые один на передней полочке, один на спинке, также у нас будут соединены. И далее соединим вот здесь по одному квадратику на спинке и напереди. Располагаем квадратики лицевой стороной к нам, один и второй. Далее, смотрите, помните, у нас в каждом уголочке было по 2 петельки, да, воздушные. Одна как бы относится к этой стороне, одна относится к этой. У косички есть передняя стеночка, которая смотрит на нас, и задняя, которая смотрит туда, в ту сторону. Будем задействовать на ближнем к нам квадратике дальнюю стеночку косички. На дальнем квадратике, вот наша косичка, точно такая же, будем задействовать переднюю стеночку косички. Так, смотрите, можно, в принципе, вот таким образом для удобства сложить их изнаночной стороной друг к другу. Продеваем крючок. Я взяла крючок для сшивания 4,5. Возьмите тот, который будет удобен вам. Смотрите, вот из этих 2 петель в уголочке я продеваю в ту, которая относится как бы к этой стороне, за дальнюю от меня стеночку. На втором квадратике, вот из этих 2 косичек в уголочке я продеваю в косичку, которая относится к этой стороне, за переднюю стеночку. Так, подхватили. Берем нашу пряжу, можно хвостик подлиннее оставить, чтобы потом было удобно закреплять. Поддеваем нить, вытаскиваем через эти 2 петельки, можно сделать закрепительную петлю. Так, смотрите, тот шовчик, который мы сейчас будем делать, мы его не затягиваем, вяжем свободненько, чтобы у нас, когда вот мы сошьем 2 квадратика, вот в таком виде они свободно лежали. То есть, чтобы не было такого, что у нас наш шов вот таким образом стянул наши квадраты. Если у вас это получается, значит, что вы слишком сильно тянете, распустите и свяжите заново. Далее делаем все то же самое. Можно вот так подтянуть побольше петельку, чтобы она была посвободнее. Вот они. Петельки передняя к нам косичка и вторая косичка. На передней косичке продеваем за заднюю стеночку, на дальней косичке за ближнюю к нам стеночку. И провязываем соединительный столбик. Опять можно вытащить побольше петлю, чтобы она не стягивала. Далее делаем все то же самое. За дальнюю стеночку, за ближнюю стеночку. Соединительный столбик провязали и вытащили. Все, так как у нас квадраты абсолютно идентичны, у нас что по одному квадратику, что по второму одинаковое количество петель, то есть в конце квадратика у нас не должно оставаться ни одной свободной или лишней петельки. Все, и вот таким образом петля за петлей провязываем до конца этой стороны. Подошли к самому концу. Смотрите, вот в этом уголочке также одна петля относится к этой стороне, одна к этой. Задействуем первую, также за идентичные петельки. Провязали соединительный столбик. Так, вот что у нас получилось. Вот смотрите, как я вам сказала, в расслабленный шовчик, просто вот когда лежит квадратик, он у нас не стянут. У вас должно быть то же самое. Далее берем следующую пару квадратиков. Так, это у нас лицевая сторона, это тоже лицевая сторона. Складываем изнаночной стороной друг к другу. И прям переходим сразу же на них. Вот эту самую последнюю петельку в уголочке можно побольше подтянуть, так, чтобы у нас потом тоже здесь в этом месте не было такого стянутого. Так, и то же самое, смотрите, делаем здесь в этом уголочке одна петля к этой стороне, одна к этой. Провязываем по этой стороне, поэтому задействуем вот эту петельку. На противоположной стороне делаем то же самое. И соединительный столбик провязали. Далее следующая петелька. Провязываем за заднюю стеночку, на второй косичке за ближнюю, соединительный столбик. Закончила вторую пару квадратиков, подсоединяю третью. Закончила сшивать третью пару квадратов. Здесь я точно так же остановилась на той петельке, которая относится к этой стороне из этих 2. Здесь можно сделать закрепительную петельку. Хвостик можно оставить подлиннее. Обрезаем, ниточку вытаскиваем и прячем на изнаночной стороне. Уводим хвостик назад. Можно, в принципе, вот в наш получившийся шовчик вот так подальше по петлям просто уводим. Здесь можно ниточку расслоить на 2 части и завязать на узелочек. То же самое мы проделываем с хвостиком от начала вязания. Итак, вот они наши квадратики. То есть сейчас мы соединили вот эти 3 пары. Сейчас нам нужно сшить по вот этой стороне. То есть берем с любой стороны
раскладываем вот таким образом, чтобы это все смотрело лицевой стороной на нас. Так, и сейчас сделаем шовчик вот здесь, по вот этим 4 квадратикам. Первую пару квадратиков начинаем сшивать точно так же, как я вам показывала на этих. То есть продеваем в одну петельку из 2, в уголочке здесь идентично. Подсоединяем нить, закрепительная петелька. Все, далее провязываем, как обычно. Давайте встретимся вот здесь. Довязываю последние петли, то есть я провязываю свободную петельку из 2 в уголочке, которые относятся к этой стороне, идентично на противоположном квадратике. Соединительный столбик. Подтягиваем побольше петельку и автоматически как бы переносимся на вторую пару квадратиков. Но смотрите, чтобы здесь не делать большую такую петлю, да, чтобы здесь не было, она не виднелась, я просто предлагаю ее вытащить с изнаночной стороны. То есть вот так снизу поденьте крючком и вытащите ее вот сюда, на эту сторону. Эту петельку постарайтесь побольше вытащить, то чтобы она также у нас не тянула вот это место в готовом изделии. И все, здесь продолжаем. Смотрите, здесь у нас осталась одна петелька из 2 уголочки. Продеваем в нее на противоположном квадратике. Все, делаем все абсолютно то же самое. И так провязываем до конца. Заканчиваем сшивание квадратов идентично, как и ранее, то есть в одну из петель, которая относится к этой стороне, в уголочке, идентично на втором квадрате можно сделать закрепительную. Обрезаем хвостик и прячем, так как я вам показала ранее. Шовчик готов. Следующие 4 квадратика сшиваем идентично. И смотрите, еще один способ шва, который прям идеально будет выглядеть. То есть, смотрите, мы сейчас вот эту рабочую нить сейчас с вами должны отрезать с запасом, ниточку обрезаем, а потом мы вот этот хвостик, который только что обрезали, вот туда наизнанку вытаскиваем. И вот эту петельку также вытаскиваем, как я вот сейчас вам показала ранее, на предыдущих квадратах. Вот сюда, как бы на эту сторону. Все, и видите, здесь никаких вообще протяжек не будет. Просто прям идеальный шовчик получится. Так, вот эту петельку обязательно подтяните побольше, чтобы она здесь нам не стягивала ничего. Все, как бы у нас нить осталась на этой стороне, петелька на этой. Все, и вот таким образом продолжаем сшивать. И у нас получится вот такое идеальное пересечение швов без каких-либо протяжек. Итак, мы сшили вот эти 6 квадратиков. Сейчас с одной стороны пришиваем 1 квадратик и идентично, зеркально с другой стороны 1 квадратик. Вот наши квадраты с одной из сторон, с любой, подсоединяем новый квадратик, это лицевая сторона у квадратиков, и делаем все абсолютно идентично. Вот на вот этом квадрате, который у нас пришит к другим, осталась одна петелька в самом углу. Здесь на новом квадратике ищем одну петельку в уголочке, которая относится к этой стороне. Подсоединяем новую нить, закрепляем. Все, и делаем все то же самое. Прям петля за петлей провязываем соединительные столбики, не стягиваем эти петли. И так до конца квадрата. Закрепительная петелька в конце, ниточку обрезаем, вытаскиваем хвостик, закрепляем на изнанке. Далее спускаемся по этой же линии квадратиков и пришиваем квадрат вот с этой стороны абсолютно идентично. Так, мы сшили 8 квадратиков, у нас полностью готова одна половинка кардигана. Со второй делаем все то же самое, потому что эти две детали абсолютно идентичны. Складываем пополам вот эту нашу деталь изнаночной стороной друг к другу. И сейчас будем сшивать по вот этому шовчику единым швом. Я буду начинать вот отсюда снизу, вот с этого квадратика. Сшивать будем точно таким же швом, как и когда мы соединяли наши квадратики. Подсоединяем крючок в ту петлю, которая смотрит в эту сторону, на одном квадратике, на втором идентично. Делаем закрепительную петельку и сшиваем. Давайте прошьем, как обычно, вот этот наш квадратик, встретимся здесь. Провязываем в последние угловые петли у этого и второго квадрата. И смотрите, если мы перейдем сразу же к петлям у этого квадрата, у нас здесь останется большое пространство. Поэтому провяжем буквально пару петель в абсолютно идентичные места. Что у одного, что у второго квадратика. Вот прям буквально пару петелек. Все, и мы подошли к следующему квадратику. Здесь провязываем точно так же, продеваем за оставшиеся петельки. И таким образом провязываем до конца рукава.
Заканчиваем вязание, как обычно, делаем закрепительную петельку, оставляем хвостик, вытаскиваем и закрепляем. Со второй деталью делаем все идентично. Итак, вот что у нас получилось. Абсолютно одинаковые две детали. И сейчас мы будем провязывать вот этот добор по спинке, потому что мы просто так не можем сейчас сложить и сшить просто по вот этому шовчику на спинке, потому что вот здесь напереди у нас абсолютно не останется места под шею. То есть, к примеру, вот если вы сейчас не понимаете, о чем я говорю, возьмите и сделайте вот таким образом, просто можете скрепить маркерами и посмотрите. То есть, если у нас вот здесь нет никакого пространства, кардиган будет сидеть абсолютно некрасиво, он будет топорщиться снизу. Поэтому всегда в кардиганах мы оставляем какое-то расстояние вот здесь. Смотрите, мы сейчас будем делать наращивание сначала на одной стороне по спинке, на одной детали, а потом то же самое на второй. Причем я вам советую вязать вот эти доборные ряды параллельно. Сейчас свяжите 2 рядочка на одной детали, потом свяжите 2 рядочка на второй, примеряйте на себя и смотрите, нравится ли вам, как сидит кардиган сзади. Итак, сейчас берем абсолютно любую деталь из двух. Вот, смотрите, вот эти два мои квадратика, это вот она спинка. Так, я сейчас буду провязывать на одной детали вот здесь сверху. То есть вот у меня нижний край, вот это сверху. Так, смотрите, что я делаю. Я подсоединяю крючок прям как бы в плечевой шовчик, да, вот тут у нас плечико. Прям вот желательно в плечевой шовчик. Подсоединяю нить. Здесь можно хвостик побольше оставить. Делаю закрепительную петельку. Делаю имитацию столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще один столбик с накидом привязываю в это же место. Через 2 петли, через 2 петли. Так, у нас получилась как бы половина нашего пучка. Но так как у нас пучок состоит из 3 столбиков с накидом, то вот мы провязали 2. Как обычно, между пучками делаем одну воздушную петельку, ищем следующую арочку, провязываем туда пучок из 3 столбиков с накидом. Первый. Воздушная петля между пучками, в следующую арочку пучок. Воздушная петелька, следующая арочка. Вот здесь, где у нас стыкуются 2 квадратика, точно так же будем провязывать сначала в самый уголочек пучок, воздушная петля, и в уголочек следующего квадрата тоже пучок. Воздушная петелька. Здесь все то же самое. Провязываем в каждую арочку, между ними по одной воздушной петле. Перед уголочком делаем воздушную петлю и провязываем столбик с накидом вот в первую петельку из этих двух в самом уголочке за обе стеночки петли. Столбик с накидом. И в эту же петельку еще один столбик с накидом. То есть, как и в начале, у нас получилось 2 столбика с накидом. А для того мы это сделали, чтобы вот здесь был ровный край. Потому что провяжем мы 3-й столбик с накидом, он уже вот так выпирать будет. 1 столбик с накидом провяжем, он будет слишком вот так заужаться. Далее делаем 4 петли подъема. 1, 2, 3. Это столбик с накидом, имитация. И 4-й это та воздушная петелька, которая между пучками. Разворачиваем на другую сторону. И в самую первую арочку провязываем пучок. Можно вот здесь отметить 3-ю петельку из вот этих воздушных 4, чтобы было комфортно. Далее провязываем воздушная петля в каждую арочку. По всей стороне провязываем пучки и встретимся здесь в самом конце. В последнюю арку провязываем также пучок. 1 воздушная петля и провязываем 1 столбик с накидом в 3-ю петельку вот здесь, когда мы набирали воздушную цепочку. Я забыла отметить, вы обязательно отмечайте. Так, провязываем столбик с накидом. Так, и смотрите, что у нас получилось. Вот такой выступ по спинке. Вы вяжете нужное вам количество рядов, и я вам советую вязать эти ряды параллельно. То есть мы сейчас связали на одной детали 2 рядочка, сейчас оставьте эту деталь, приступите к второй детали, также свяжите 2 ряда. Потом примерьте это все на себя, желательно, конечно, скрепить здесь по спинке маркерами или чем-нибудь, и посмотрите, нравится ли вам, как это сидит. Я уже это примеряла, я поняла, что 2 рядочка мне маловато, я свяжу сейчас еще 1, поэтому я делаю каким образом? То есть мы будем чередовать 1-й, 2-й ряд, 1-й, 2-й. Сейчас я провязываю точно так же, как я вязала на первом ряде. Делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваю. В эту же петельку, вот прям в самую угловую, провяжу еще 1 столбик с накидом.
Одна воздушная петелька, все. И таким образом, как обычно, провязываем в каждую арочку пучки, между которыми мы делаем одну воздушную петлю. В самом конце я провязываю 2 столбика с накидом в петлю, отмеченную маркером. За обе стеночки петли. Первый столбик, накид, сюда же второй столбик. Итак, вот что у меня получилось. На каждой детали я провязала по 3 доборных ряда. Мне этого достаточно. Я сейчас скрепила между собой маркерами, примерила. Все отлично. Если я свяжу еще один ряд здесь и здесь, получится достаточно большое расстояние. Мне этого не нужно. Я оставлю так. Все, таким образом, на одной из деталей я обрезаю ниточку и закрепляю. На второй не обрезаю сейчас. Этой же нитью будем сшивать вот здесь по шовчику. И еще такой момент. Не ошибитесь, когда будете провязывать доборные ряды на второй детали, вот так состыкуйте, положите их лицевой стороной к себе, то есть вот эта полочка передняя. Вот вы сейчас на первой детали связали доборные ряды, и вы должны понять, что вы должны с этой стороны начать вязать доборные ряды на этой детали, потому что если вы начнете вязать с этой стороны, у вас просто получится абсолютно 2 одинаковые вот такие детали. Все, прикладываем эти 2 детали друг к другу. И уже знакомым нам способом будем сшивать вот здесь по спинке. Вы можете привязать абсолютно любое количество рядов доборных, сколько вам нужно, независимо на каком ряде вы остановились. Просто выбирайте вот ту петельку, которая как бы самая угловая. Я вот провязываю в 3-ю петельку от своего столбика, вытаскиваю туда петельку от окончания вязания на этой детали, делаем закрепительную петлю. Все, и далее, как и обычно, привязываем по петлям наши соединительные столбики. Также очень важно, не стягивайте этот шовчик на спине, чтобы он не деформировал наше изделие. Довязали до конца, сделали закрепительную петельку, хвостик обрезаем, вытаскиваем и закрепляем на изнанке. Готово. Далее при желании можно обвязать одним рядочком по всем краям и по рукавам, просто соединительными столбиками либо столбиком без накида. Таким образом кардиган будет еще выглядеть более законченным. Я предлагаю начать вот здесь посерединке на спинке. Подсоединяемся прямо посерединке за какие-нибудь петли, подсоединяем новую нить, делаем закрепительную петельку. И смотрите, по вот этим доборным рядам мы будем провязывать в примерно видимые петельки с одинаковым шагом. То есть, когда вот мы их вязали, здесь нет каких-то четких петель, в отличие от краев наших квадратиков. Поэтому примерно такой же шаг, который у вас будет на квадратах, точно такой же выберите и здесь. Так, провязываем столбик без накида. Примерно вот в следующую петельку. Только продевайте крючок вот не за одну какую-нибудь петельку, а за 2, так, чтобы здесь не было больших растяжений. И таким образом нам нужно обвязать все края нашего кардигана. Когда вот подошли к уголочку, здесь тоже вот примерно. Можете провязать пару вариантов и посмотрите, какой лучше выглядит. Вот я продеваю крючок прям в середину шовчика, который у нас образовался на плечике. Все, и вот, в принципе, я подобралась к началу квадратика. Здесь я просто прям вот за видимые петли, за 2 стеночки петли продеваю крючок и провязываю столбики без накида. Вот эту обвязку, кстати, тоже не делайте слишком туго, не вяжите туго, чтобы она не стягивала края нашего кардигана. Провяжите какой-то отрезок и посмотрите, нравится ли вам, как это выглядит издалека. Так, все, в принципе, здесь очень легко. Провязываем просто по петлям. Давайте встретимся вот здесь, где у нас стыкуются 2 квадратика. Здесь в шовчик уложите такое количество петель, которое подходит именно вашему кардигану. Ну вот, скорее всего, я уложу 2 петли. Да, вот она хорошо будет смотреться, именно 2. Если бы я провязала одну, оно бы слишком здесь было стянуто, 3 слишком многовато. Все, и вот сразу же я перехожу на следующий квадратик. Таким образом провязываем до уголочка нижнего. Подошли к уголочку. В самый уголок мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, и вот нас автоматически разворачивает на следующую сторону. 3 столбик без накида. Провязываю сразу же в следующую свободную петельку. Вот она, столбик без накида. И вот, видите, мы как бы сохранили наш уголок. Он остался остреньким, без закругления. Все, вы теперь знаете, как обвязывать квадратик. Таким образом обвязываем до самого конца и доходим до начала обвязки. Подошли к самому началу. Вот в самую первую петельку продеваем крючок, провязываем соединительный столбик. Ниточку обрезаем запасом,
Хвостик вытаскиваем. С изнаночной стороны продеваем крючок в следующую петельку свободную. Вытаскиваем туда хвостик. Теперь назад возвращаемся вот в эту перемычку крючок и вылазим прямо в середине косички. Туда прячем, вытаскиваем наш хвостик. Сейчас его можно увести вот сюда подальше, где-нибудь в какое-нибудь плотное местечко. Там расслаиваем на 2 ниточки, завязываем на узелок и обрезаем. На рукавах можно сделать все то же самое, просто подсоединяемся абсолютно в любом месте и делаем обвязку по всему краю. И предлагаю связать завязочки. Находим наш шовчик, который соединяет первый и второй квадрат на передних полочках. Продеваем прямо вот в самой серединке по краешку. И смотрите, можно, в принципе, связать и в одну нить, но мне кажется, она слишком тонковата и не очень сюда подходит, да? Потому что у нас свитерок достаточно объемный, маловато. Но, в принципе, если хотите, можете связать. Я хочу связать в 2 нити. Просто складываю 2 ниточки между собой. Точно так же продеваю прямо посерединке крючок. Здесь можно оставить подлиннее хвостик, чтобы закреплять было удобно. Делаем закрепительную петельку и просто набираем воздушную цепочку. Смотрите, чтобы эти завязочки прям не стояли колом, а были такие эластичные, просто вяжите посвободнее. Сильно петли не затягивайте, либо просто возьмите крючок побольше, чтобы было удобно. Все, и просто провязывайте нужную длину ваших завязочек. Связали нужную длину, ниточки обрезаем, хвостик вытаскиваем. И можно прям очень сильно подтянуть за хвостик, здесь получится такой узелочек. И можно, в принципе, завязать на пару узелочков и обрезать. Вот эти хвостики, которые мы оставили, точно так же уводим на изнанку и закрепляем. На противоположной стороне делаем все идентично, набираем такое же количество петель. К примеру, если вам рукава оказались длинноватыми, можно сделать вот такой отворотик. Если вот этот отворот будет постоянно у вас падать, можно просто закрепить его в нескольких местах. Итак, наш кардиган полностью готов. Я уверена, что он никого не оставит равнодушным. Вы сами видели, как классно он светится в темное время суток. Обязательно попробуйте связать себе такое либо на подарок. Я уверена, что получатель будет просто в полнейшем восторге. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!